Друзья, всем огромнейший привет, с вами Лада, и в этом видео я покажу, как делаю картонное дно для плетеных изделий из бумажной лозы. Как-то в одном видео я показывала этот процесс, но это было уже давно, и по просьбам снимаю отдельное видео, тем более, что на этой неделе в четверг мы плетем башмачок, и для башмачка я как раз-таки хочу сделать картонное дно. Кому это интересно, то я приглашаю вас к просмотру. Конечно, велосипеды я не открою в этом плане. Многие делают такое картонное донышко, но может быть вы что-то полезное для себя из этого видео узнаете. Итак, для картонного дна я обычно беру не такой толстый картон, где-то может быть миллиметра 3 толщиной. Толще не беру, потому что мне не очень нравится такое слишком массивное донышко. Для башмачка я взяла вот такую вот форму, я ее нарисовала. И, конечно же, это все симметрично, то есть одна сторона у меня получилась чуть больше, чем вторая, такая форма подошвы. И по этой форме я уже вырезала две вот таких вот заготовочки. И сейчас их буду обрабатывать. Вот у меня получились две заготовочки для донышка. Что сейчас я делаю? Сейчас я их буду обклеивать бумагой. Их можно обклеить обоями. Тоже будет хорошо смотреться. Но я люблю их обклеивать мятой бумагой. Итак, беру офисную бумагу. Сминаю вот таким вот образом. Вот у меня такая мятая бумага получилась. Рву ее на некоторые части. Это показываю, как делаю я. На самом деле, можно, например, эту бумагу просто целым листом приклеить на этот башмачок. Но мне нравится видеть вот эти вот рваные края. Беру клей ПВА, я использую только такой клей. Теперь уже практически для всех своих работ. Кисточку беру. И сейчас я очень активно мажу вот эту сторону. То есть это будет у меня лицевая сторона. А та сторона будет внутренняя, изнаночная. Клей густой, поэтому, в принципе, его нужно немного на это изделие. И по ходу дела, по ходу того, как я вот это все проклеиваю, я начинаю приклеивать вот эту бумагу мятую. Получается, что некоторые листы у меня пойдут внахлёст. Еще раз повторю, что мне нравится такой эффект, но это, конечно, стоит немного усилий. Вот так вот все приклеиваем. То есть это нужно тут немножко больше усердий приложить. Поэтому, если вы, например, торопитесь с изготовлением такого донышка, то можно вообще полный лист приклеить целый и даже не волноваться. Тоже будет эффект мятой бумаги. Главное, чтобы края немного выходили, то есть чтобы их можно было потом загнуть внутрь. Ну вот первая заготовочка у нас готова. Здесь можно еще немножечко подклеить. Все. Вот что у нас получается. Излишки клея здесь можно убрать салфеточкой совершенно спокойно. Ничего не приклеивается. С этой стороны это получается лицевая сторона. И изнаночная у нас получилось вот что. Сейчас мы делаем следующий номер. То есть я немного это все обрезаю. Можно и не обрезать, в принципе, но это, опять же, на любителя показываю, как я это делаю. Излишки эти мне не нужны просто, поэтому я все это обрезаю. Вот это все подклеиваю клеем. Вообще картонные донышки я очень люблю, потому что из них можно сделать
любую форму практически. Хотите вы треугольную корзину, можете сделать донышко из картона треугольное. Не нужно заморачиваться с расчетами, да, как чего там выплетать. Но картонное донышко мне чем не нравится? Тем, что оно не гибкое. То есть вы сделали его, оно как приобрело форму такую плоскую, линейную, можно сказать. Нельзя его изогнуть там, например, поднять какую-то часть у него. Вот, это сделать неудобно. Так, ну и здесь вот я начинаю загибать. Можно даже вот так немножечко ножничками помогать, чтобы загнулось все прямо по форме. Можно прямо вот так вот рвать некоторые места. Это все лучше делать, да, когда вот так немного, потому что тут у нас с вами окружность. Вот, и когда окружность, то, конечно, сложновато вот так вот загнуть, чтобы было ровно прилегало все по форме. Это как в шитье, да? Чтобы загнуть окружность, нужно немножечко надрезать. Вот мы здесь также и надрезаем. Вот это ничего страшного, вот эти складки, потому что они все уйдут. А главное, чтобы у нас здесь не было таких уж сильных складочек. Здесь еще очень важный момент. Если вы хотите оставить эффект мятой бумаги, то не нужно ее слишком сильно мять с лицевой стороны, иначе у вас будет не мятая бумага, а гладкая бумага. Эффект, он сохраняется тогда, когда вы ее не мнете. Вот так вот, смотрите. Вот что получилось. Вот здесь этот уголочек. Я совсем не переживаю, что я делаю. Я просто беру немного кусочек такой вот этой бумаги мятой, приклеиваю его, заклеиваю это место. Вот, и обратно. Все. Первая заготовка у меня готова. Сейчас приступаю ко второй. Принцип тот же абсолютно. То есть я беру лист бумаги, сминаю. Очень хорошо сминаю. Еще, кстати, можно, чтобы вы вообще, если вы хотите вообще мятую просто бумагу, вот так вот его сминать. То есть даже не в комок, а даже вот отдельные части этого листа. Получается очень-очень мятый эффект. На части рву. Можно целым листом приклеивать, но это я уже говорила, да. И смотрю, где у меня лицевая сторона. Вот она. Лицевая — это там, где нет вот этих вот ребрышек. И начинаю покрывать все это ПВА. Этот ПВА очень хороший, очень сильный. Все очень хорошо схватывает. Можно, конечно, и другим ПВА, например, канцелярским, столярным. Но я в последнее время вот этот люблю клей. Итак, у нас получились две вот такие заготовочки. Они пока еще сыроватые от ПВА, не высохли. И на этом этапе я их обычно крашу. Крашу я такие заготовки морилкой на водной основе, либо акриловой краской, но в данном случае морилкой буду красить. И как только они у меня потом подсохнут чуть-чуть, я их положу под пресс. Итак, здесь у меня морилка на водной основе цвета палисандр. Я посчитала, что для меня это лучший вариант. Мне нравится такой цвет. И думаю, будет под башмачок подходить. Смотрите, что очень примечательно. Некоторые места у нас были проклеены ПВА. И самое интересное, что морилка, в принципе, эти места закрашивает. Если вы боитесь, что ваше картонное дно будет коробиться, еще раз повторяю, можно дать ему немного подсохнуть и под пресс.
Но не под очень сильный пресс, потому что у вас тогда эффект мятой бумаги не будет сохранен. Он тогда вообще весь разгладится под прессом. Хотя, в принципе, как-то у меня под прессом лежала такая заготовочка, ничего. Эффект мятой бумаги был сохранен. Вот так я все делаю. Там, где, кстати, мы мяли больше бумагу, у нас эффект мятой бумаги сильнее выражен. Вот все прокрашиваю. Итак, как только немного подсохнет донышко, я кладу под пресс, так, чтобы просто оно не покоробилось. Хотя, опять же, это все от картона зависит. Вот здесь я картон такой взяла, который не очень сильно коробится. Вот, но тем не менее. Еще раз скажу, можете красить чем угодно и на любом этапе. Я показываю этапы своей работы, как я делаю такие донышки. Ну вот и все. Все у меня закрашено. Внутри красить не обязательно, потому что все это будет проклеиваться. А теперь я жду, пока это все высохнет. Возможно, под пресс поставлю. И потом будем приклеивать трубочки. Да, забыла вам сказать еще одну важную вещь о размерах картонного дна. Я делаю картонное дно в основном следующим образом. То есть, когда вот это у меня все подсохнет, когда я трубочки здесь приклею, я еще раз один ряд буду оплетать веревочкой вокруг. Таким образом, у меня вот эта сама форма картонного дна, она в точности совпадает с моей формой для оплетания. Но если, например, вы хотите сделать картонное дно и сразу же потом поднимать стойки и плести, то оно должно у вас быть чуть больше вашей формы для оплетания, буквально на полсантиметра. Подсохли у меня две детальки. Я использовала небольшой пресс, несколько книг, чтобы картон не коробился, и в принципе все хорошо. Сейчас перехожу к следующему этапу. Я беру одну заготовку, мажу ее очень хорошо клеем ПВА. Некоторые используют, кстати, двусторонний скотч. Мы сейчас будем трубочки приклеивать. Вот некоторые приклеивают их на двусторонний скотч, но на моем опыте я убедилась, что это не очень хороший вариант. То есть он все-таки не очень хорошо приклеивает. Можно, кстати, на титан приклеивать или момент кристалл. Но это что у вас есть в наличии. Мне вот ПВА хочется. Кстати, титан достаточно хороший вариант, потому что при титане не очень сильно коробится картон вот этот. Вот, так что можно иметь в виду. Все очень хорошо склеиваю, размазываю ПВА очень хорошо. Края очень хорошо прокрашиваю ПВА. Так, отлично. И сейчас будем с вами клеить трубочки. Клею я трубочки на расстоянии где-то 1,5 сантиметра друг от друга. Мне кажется, что это наиболее оптимальное расстояние между ними, которое может быть. Ну, можно даже 1 сантиметр, 2 миллиметра, где-то так, 1,3 можно. Так, вот у меня трубочки. Приклеиваю я их концом, который начало трубочки имеет. Немного сплющиваю эту вот сторону. И вот таким образом приклеиваю по всему периметру заготовки. Где-то, еще раз повторюсь, где-то 1,5 сантиметра я оставляю между трубочками. Так как у меня форма имеет изгибы, поэтому, конечно, это все отразится на приклеивании вот этих трубочек. То есть, если бы у меня была заготовка с прямыми сторонами, там квадратная, например, то, конечно, было бы легче, например. Не нужно было бы думать, как, что тут выдерживать, какие пропорции.
Стараюсь между ними делать одинаковое расстояние. Вот так сейчас все сделаю и включусь снова. Трубочки я все приклеила. Сверху еще прохожусь ПВА. Постаралась я сделать одинаковое расстояние, но тут я не высчитывала, сколько у меня трубочек поместится на этой форме. Делала все на глаз. Как-то так. Если у вас, я говорю, что там такая форма правильная, какая-нибудь квадратная или треугольная, или окружность, то это, конечно, можно рассчитать. Но вот здесь у меня все на глаз так сделано. Теперь я беру вторую заготовку. Здесь, кстати, можно тоже немного пройтись ПВА, совсем чуть-чуть, только вот, например, по краям, если только, потому что эти места, они даже под прессом бывает, что плохо проклеиваются, склеиваются, поэтому здесь лучше вот так еще раз пройти ПВА. Ну и сейчас мы с вами накрываем этой заготовочкой наше все дело. Стараемся попасть сторона в сторону, ну, чтобы ровненько, пряменько было. Так, накрываем все, прижимаем очень-очень плотно. И сейчас все это дело я буду отправлять под пресс. Вот сейчас пресс у меня будет конкретно тяжелый, чтобы все очень хорошо подклеилось. Я даже вот эти вот края немного сминаю. За бумагу я уже не боюсь, у меня уже эффект мятой бумаги есть. Вот. А вот эти вот края я немного начинаю сминать, чтобы все хорошо подклеилось. Все, отправляю все это под пресс. Показываю, какое донышко у нас в конечном итоге получилось. Я под прессом его оставила на ночь. Это все высохло, склеилось. И вот такая красота. Теперь можно плести. Я еще один ряд оплету вокруг. И вот эти вот стыки, они все скроются, спрячутся, и ничего не будет видно. Это будет выглядеть приблизительно так. То есть я 2 рабочие трубочки подкладываю вот таким вот образом за стоечки. Они у меня будут там подклеены, когда я уже дойду до конца оплетания ряда. И вот таким вот образом я начинаю оплетать эту форму. Всего лишь один ряд вот так сделаю. И потом уже стоечки буду поднимать и плести изделие. Скажу здесь следующее, что вот это донышко я потом покрываю лаком вместе с самим изделием. Так как здесь у меня наклеена бумага, при покрытии лаком с ней ничего не случится. И эффект будет такой, как будто все это залакировано, да, все это защищено от внешних воздействий. Имейте в виду, что если у вас наклеены обои, то некоторые обои под покрытием лака, к сожалению, дают не очень хорошие последствия, то есть они липнут, вот, поэтому об этом тоже нужно знать. Ну вот после оплетания ряда, посмотрите, весь этот стык скрылся, спрятался, и очень хороший вид получился. Я надеюсь, что это видео вам было полезным, оно получилось долгим, но я постаралась осветить многие нюансы в этом процессе и надеюсь, хоть что-то пригодится. Желаю вам легкого плетения, вдохновения. Если будут вопросы, пишите мне их обязательно, я на все отвечаю. И увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!